Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Небо над долиной реки Мара раскололось на свинцовые куски. То, что начиналось как долгожданный сезон дождей, превратилось в яростный катаклизм. Бурые потоки воды, смешанные с грязью, ветками и костями павших животных, ревели, выходя из берегов. В этом хаосе природа стерла границы между сушей и смертью. Майкл, натуралист, проживший в этих краях 10 лет, сжимал бинокль так сильно, что пальцы побелели. Он стоял на высоком каменистом уступе, единственном безопасном месте в радиусе мили. Внизу, в самом центре бушующего потока, происходила трагедия. Крошечный островок, густой колючий куст акации, медленно сдавался стихии. На его ветвях, промокшие до костей, застыли 5 золотистых пятнышек. Крошечные львята, которым не было и 2 месяцев, отчаянно цеплялись за шипы. Их тонкие, надрывные крики едва пробивались сквозь грохот воды. Майкл видел, как всего 10 минут назад их мать, молодая львица, попыталась переплыть к ним, но ее захлестнул вал воды, несущий тяжелый ствол дерева. Она исчезла в одно мгновение, оставив после себя лишь безнадежность. «Простите, малыши», — прошептал Майкл, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. «Я не смогу до вас добраться. Но саванна в своей бесконечной жестокости иногда рождает чудеса, которые не поддаются логике биологов». Из пелены дождя, по колено в липкой грязи, на берег вышла одинокая зебра. Майкл узнал ее. Это была Лили, кобыла, за которой он наблюдал последнюю неделю. Ее судьба была зеркальным отражением трагедии львят. 3 дня назад Прайд, возможно, именно тот, из которого были эти малыши, растерзал ее же ребенка. Лили тогда долго бродила вокруг места пиршества, издавая глухие тоскливые звуки, пока хищники не ушли. Она должна была ненавидеть этот запах. Запах кошачьей шерсти, крови и смерти. Но когда Лили подошла к самому краю обрыва, она не обернулась в бегство. Она замерла, навострив уши. Майкл затаил дыхание. Неужели она добьет их? Копыта зебры — страшное оружие, способное проломить череп леопарду. Один удар, и мучения львят закончатся в холодной воде. Лили вошла в воду. Течение сбивало ее с ног, но она, обладая мощью взрослого животного, упорно двигалась к кусту. Подойдя вплотную, она сделала нечто невообразимое. Вместо того, чтобы ударить, она мягко подтолкнула мордой самого слабого львенка, который уже соскальзывал в поток. Затем она просто легла в воду, создав своим телом живой волнорез. Крики львят стихли. Почувствовав тепло и опору, они, повинуясь инстинкту выживания, переползли с колючих веток на полосатую спину. Лили стояла неподвижно, принимая на себя удары веток и мусора. Но самое невероятное случилось позже, когда вода начала немного спадать. Измученные голодом малыши начали искать источник жизни. И Лили, чье вымя распирало от невыпитого молока погибшего жеребенка, позволила им это. Майкл опустил бинокль, не веря своим глазам. Природа перевернула свою главную страницу.
Мать, потерявшая дитя, и дети, потерявшие мать, нашли друг друга в эпицентре катастрофы. Горе стерло видовую вражду. Следующие месяцы превратились для Майкла в научный и человеческий демарш. Он следовал за этой странной группой, стараясь не вмешиваться. Лили стала для львят тенью и щитом. Это было зрелище, граничащее с сюрреализмом. Взрослая зебра спокойно пасется на лугу, а вокруг нее, в высокой траве, резвятся 5 львят. Она учила их по-своему. Когда к ним приближались другие зебры, настроенные агрессивно, жеребцы часто пытались напасть на маленьких хищников. Лили вставала на дыбы и отбивала своих детей с яростью, которой позавидовала бы любая львица. Она не могла научить их загонять антилоп гну или душить буйволов, но она обладала знаниями о территории, о воде и о скрытых опасностях. Майкл видел, как она приводила их к местам, где пировали грифы, позволяя львятам доедать остатки за другими хищниками. Она подталкивала их к охоте на мелких грызунов и ящериц. Но было одно железное правило, которое Лили вбила в них на уровне подсознания. Каждый раз, когда молодой лев, ведомый пробуждающимся инстинктом, замирал при виде проходящего мимо табуна зебр, Лили резко толкала его мордой или легонько прикусывала за загривок. Она установила негласный кодекс. Те, кто носит полосы, неприкосновенны. К концу 1-го года это были уже не те беспомощные комочки шерсти. 5 подростков, крепких и мускулистых, следовали за полосатой матерью, словно почетный караул. Они были изгоями среди своих, но они были семьей. Время в саванне течет иначе. Львы взрослели быстрее, чем старела Лили. Наступил момент, когда инстинкт позвал их. 5 молодых самцов — редкое явление для одного помета, выжившего в полном составе. Начали осознавать свою силу. Они создали свой прайд, свою банду 5. Уход был тихим. Майкл видел, как однажды вечером под кроваво-красным небом львы долго терлись мордами о бока Лили. Они издавали низкое вибрирующее урчание, которое обычно предназначается только для самых близких. Лили стояла неподвижно, ее грива уже поредела, а суставы начали опухать от возраста. Она отпустила их. Годы не пощадили ее. Лили состарилась. Она больше не могла следовать за быстрым бегом табуна и постепенно оказалась на периферии. В мире дикой природы это смертный приговор. Тот день выдался удушливым. Майкл нашел Лили у пересохшего русла реки. Она тяжело дышала, лежа в тени редкого кустарника. Ее стадо ушло далеко вперед, скрывшись в мареве горизонта. Первыми появились гиены. Они всегда знают, когда жизнь начинает утекать из тела. 10-15 серых теней с горящими глазами начали сужать круг. Лили попыталась встать, ее копыто слабо ударило по пыли, но сил не было. Гиены подняли свой жуткий хохот, предвкушая легкую добычу. Вожак стаи сделал первый выпад, вцепившись в заднюю ногу старой зебры. Лили вскрикнула. Этот звук был полон боли и смирения. Майкл схватился за ружье, зная, что не имеет права стрелять, но не в силах смотреть на казнь той, кто изменила его представление о мире. Вдруг воздух содрогнулся. Это не был гром, это был рык, от которого, казалось, задрожали камни.
Из зарослей слоновой травы, подобно золотым молниям, вылетели 5 огромных гривистых львов. Они не просто охотились, они шли на войну. Первая гиена была переломлена пополам одним ударом лапы. Остальные даже не успели понять, что произошло, как на них обрушилась ярость 5 взрослых самцов. Львы не ели их. Они методично и беспощадно зачищали пространство вокруг Лили. Через минуту от стаи гиен остались лишь трупы и пыль. Майкл наблюдал в бинокль, и слезы застилали ему обзор. Один из львов, самый крупный, с характерным шрамом на ухе, Майкл помнил его еще львенком, подошел к Лили. Он не обнажил клыки. Напротив, он издал тихое, почти забытое урчание и начал осторожно вылизывать рану на ее ноге, очищая ее от грязи и крови. Остальные 4 окружили их плотным кольцом, повернувшись спинами к матери и мордами к саванне. Они оставались с ней до самого конца. Майкл видел, как львы приносили добычу и оставляли ее неподалеку, словно надеясь, что она снова начнет есть. Они согревали ее своими телами, холодными ночами, как она когда-то согревала их под проливным дождем. Когда Лили не стало, львы не тронули ее тело. Они сидели рядом еще сутки, оглашая окрестности протяжным, тоскливым ревом, который разносился на многие мили, заставляя замолкнуть всех хищников в округе. В тот вечер, когда солнце коснулось горизонта, окрашивая мир в цвета золота и меди, Майкл увидел финальную картину этой невероятной истории. 5 могучих львов медленно уходили вглубь равнины. Они шли плечом к плечу, сильные, свободные и верные памяти, которая оказалась сильнее голода и миллионов лет эволюции. Натуралист закрыл свой дневник. На последней странице он записал: «Человек называет это инстинктом, природа называет это выживанием. Но сегодня я видел нечто третье. Сострадание — это не привилегия человека. Это универсальный закон, который связывает мир в единое целое, когда надежды больше нет». Саванна погрузилась в сон, но над долиной реки Мара еще долго витало эхо великой тишины. Тишины благодарности, которую не в силах смыть ни один ливень.